Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы продолжаем рассказывать о тех томатах, которые мы выращиваем в своей тепличке. У нас одна теплица, и там 3 ряда, 37 растений томатов. Это высокорослые, индетерминантные, высокоурожайные томаты, и нам достаточно именно этих томатов для того, чтобы питаться все время, весь сезон, заготовки сделать, консервацию, томатный сок, потому что эти томаты великолепны, прекрасны, урожайны, и я долго изучала много различных сортов гибридов, и вот мы пришли к тому, что мы выращиваем теперь уже почти постоянно вот 3 гибрида. Мы уже рассказывали о красном гибриде Белфорд, о Фенди, это розово-малиновый, и еще один столовый шикарный медовый помидор, это Мэй Шуай. Итак, 2-й год он растет у нас в теплице. Ему нравится у нас, а нам нравится всегда с ним общаться, потому что очень вкусные плоды дарит нам, и мне нравится, как он растет, как он листья формирует, как он формирует вот эти необыкновенные, красивые, салатные, розовые плоды. Урожайность у него очень хорошая. Можно об этом, о цифре сказать только в конце сезона. Начало сезона было сложное, как и у всех. И первые грозди мы не дали сформировать полностью для того, чтобы выстоял в томат вот это холодное, сложное время, май. И мы мая высаживали, и в сложное время июня, дождливого, холодного, в теплице пришлось даже укрывать. Были такие холодные периоды. Но скажу, что этот томат устойчив к этим различным условиям, стрессовым условиям. И несмотря ни на что, он показал нам и показывает хорошие результаты. Я даже считаю, что в этом году он еще лучше, чем в прошлом году себя показал. Потому что и больше, крупнее томаты, и мы его посадили как раз со стороны западной, и он прекрасно перенес вот это отсутствие солнечного света и растет хорошо. На одной кисти у этого томата формируются такие красивые от 5 до 7 плодов. И посмотрите, какие они необыкновенные, они необычные. Если у Фенди там вот плоская, ровненькая такая поверхность помидора, то здесь они плоско-округлые, и вот легкая такая ребристость на них. Легкая нежная ребристость и очень даже красивая. Вот это особенность этого томата, плодов у этого томата. А мякоть какая? Она мясистая. Там мало, кстати, семян. Серединка, вот разрезаешь там одно мясо, именно томатное мясо, такое красивое, розово-малинового цвета. И в нем вот разные томаты, бывает, что 4 семенные камеры, бывает 6, но не такие они большие, как у других томатов. Больше все-таки здесь мясистости у этих томатов. Ну, а цвет сначала он розовый, но когда уже плоды созревают полностью, получается такой малиново-розовый. Вот при разрезе, смотрите, передаст ли камера или не передаст вот этот цвет, но он настолько красивый и очень вкусный. Вот из всех томатов, ну, мы просто выбрали вот эти самые лучшие, они все сладкие, все плоды ровные, все вкусные, все вот это внутри вот этот красивый набор, такая мясистость, даже, я бы сказала, и сочность есть, и в то же время рассыпчатость такая, вот когда хорошо созреет, и вот этот ешь как в детстве, помидор снял с куста, и вот это наслаждаешься вот этой вкусом, ароматом, вот это такой интересный томат с названием, восточным названием Мэй Шуай.
Ну и немножечко о том, как мы его высаживали, и всех, по-моему, интересует, сколько проходит времени с момента высадки рассады и до созревания. Хочу сказать, что почти все они у нас ровно идут, я их подбирала, чтобы это был сорт, когда на 60-й и 65-й день, в крайнем случае, созревали плоды. И действительно, с момента высадки рассады и до сбора урожая прошло 62 дня. Это, кстати, было и в прошлом году, и в этом году. А семена посеяны в два срока, в марте месяце, 4 марта и 17 марта. Они у меня участвовали в повторном эксперименте, и уже скоро мы познакомим вас с разными вот этими результатами проверок посева в период двух плодородных знаков зодиака. Ну а пока скажу, что в этом году Мэйшуай показал себя еще лучше, чем в 2020 году. И это только начало. Сбор урожая у нас велся и ведется, ну, практически на первых кистях томата мы уже что-то завершили. Крупные все собираются сразу. Вот. Ну, в плане где-то от 200 до 300 граммов. Сильно крупные. Кстати, здесь у этого томата есть такая особенность. Если оставить на кисти один плод, то он будет очень крупный. И 400 с чем-то граммов. Но мы любим вот этот средний крупный томат. Очень удобно его разделять просто руками на улице, разорвать или вот так его кушать очень удобно. Не надо большой нести в дом, резать. Очень вкусно получается просто на улице насладиться сладостью вот этого плода. Очень интересно наблюдать, как он ведет себя. Вот посмотрите, я вам показываю видеоряд. Я снимала его буквально вчера. Именно вчерашнее видео, как он выглядит на данное время. Ну и очень важный момент, о чем я хочу еще сказать об этом томате. Когда я подбираю сорта, гибриды томатов, я изучаю в первую очередь междуузлия, насколько они находятся друг от друга. И самое главное, изучаю устойчивость к различным стрессовым ситуациям, потому что они будут продолжаться, и в теплицах будут стрессовые ситуации. И очень важный момент – это устойчивость к различным заболеваниям. Потому что сейчас вот почта моя просто засыпана сообщениями: вот так с помидором произошло, вот так. А там смотришь, вирусы различные есть, желтая, допустим, курчавость листьев пошла уже, фотографии присылаете мне. Ну вот очень много вот таких моментов, но я хочу вам сказать, что вот этот томат очень хорош в плане того, что он устойчив к различным заболеваниям. Здесь селекционеры отмечают очень высокую сопротивляемость к мозаике томата. Это просто тоже бич сейчас на грядках и, кстати, в теплицах, если выращиваются томаты, которые неустойчивы к этому. Устойчив к бурой пятнистости листьев, к фузариозному увяданию, к серой пятнистости листьев, к вертицеллезному увяданию. И есть у него промежуточная устойчивость к вирусу желтой кручавости листьев и южной галовой нематоде. Однажды моя знакомая, только начавшая заниматься выращиванием овощей и томатов, сделали теплицу, и когда я ей рассказала, показала, вот почему я выбираю эти томаты, она говорит: ужас, сколько всяких проблем на эти бедные помидоры. Да, вот столько всего, и селекционеры постоянно работают над этим, чтобы создать новые сорта, которые будут устойчивы к этим проблемам, к этим заболеваниям, и к спорам грибковых заболеваний, и к вирусам. Было бы еще хорошо, чтобы еще против вредителей были устойчивы. Ну, возможно, в будущем такое тоже будет. Ну, а теперь я перейду к недостаткам, потому что есть один недостаток, два недостатка, которые еще плюс, которые называют как хорошим
плюсом, таким двумя плюсами, но я считаю, что это нормально для нас. Ну, давайте по порядку, а то я все время очень много хочу сказать. Смотрите, недостаток один важный, который, ну, он просто все перекрывает, это длинные междуузлия. Но зато вот эти 5-7 томатов, красивейших, висящих на уровне всего этого междуузлия, оно перекрывает вот этот недостаток. Также вот производители семян говорят, что эти томаты не растрескиваются при температурах, разных температурах и при поливах. Но, к сожалению, мы увидели другое. Они у нас растрескиваются. Мы раз в неделю, как обычно, поливаем. Ну, вот такая ситуация бывает. Растрескиваются, и они у нас получаются нежные такие, вкусные. Ну, как микадо, вот, то, что было раньше. Вот, так что, возможно, все-таки при товарном производстве, я вот так уже анализировала, при товарном производстве на рынок, в теплицах больших используются минеральные удобрения, там строго по схеме, и все вовремя нужно дать, вот эти все удобрения. Поэтому они там формируются плотными, а плотные для того, чтобы их долго держать, доставлять в разные магазины, чтобы они были транспортабельны, поэтому они вот такие создаются и выращиваются для продажи. У нас же своя технология выращивания экологически чистых плодов. Осенью под перекопку укладываем органику зеленую, различные бывают эти варианты органики, и добавляем обязательно деструктор целлюлозы. А через 10 дней сеем сидератную масличную редьку и горчицу. А при посадке уже самой рассады добавляем набор продуктов из ветеринарной аптеки или магазина для животных. Это у нас мясокостная мука, рыбная мука, кормовые дрожжи. Ну и в семеноводческих есть вот это удобрение из куриного помета, называется курнык, очень хорошее тоже удобрение. Вот это все сочетается, и вот я думаю, что нужно будет еще, мы в прошлые годы использовали кальций тоже из аптеки, но в прошлом году, в этом году мы не закупили и не положили. Это сразу же сказалось. Так что нужно при посадке обязательно будет использовать, снова же закупить заранее вот этот кальций для животных, который можно использовать снова же для выращивания помидоров, ну и других овощных растений. При подкормках под корень вместе с поливом использовали 2 раза в сезон молоко уже. Вот дважды и больше не надо. На 10 литров воды 300 мл свежего молока, желательно, конечно, свежего молока. И очень хорошо томатам это нравилось. После посадки это первый полив был. И вот был недавно один полив, и этого предостаточно. Внекорневые подкормки обязательны во время цветения и формирования плодов. Используем жидкие, снова же органические удобрения фирмы Микроминералис. Это были удобрения амина, это аминокислоты, фосфор, калий и кальций. Я раз в 10 дней при таких перепадах температуры, при жаре, это обязательно по листьям кальций нужно. Ну и магний. Вот кто дает нам сахар в плодах? Почему он сладкий, этот томат? При созревании, уже когда вижу, что плоды белые, обязательно подкормочка магнием. Там идет на всего-навсего 15 мл на 10 литров воды. Прекрасный получается результат. Томаты все ароматные, красивый цвет и очень сладкие, просто медовые. Так что разговоры о том, что когда-то, вот мне пишут, что вот когда-то мы посадили, ничего не делали, и плоды были сладкие. Ну а сколько это было когда-то, сколько было вытянуто из земли вот этих всех питательных веществ, и что туда вкладывалось для того, чтобы снова же получать вот такие прекрасные урожаи томатов или других овощей. Ну вот из слов тех, кто рассказывает, они ничего не делали. А вот результат нужно делать. Земля требует ухода и требует восполнения питательных веществ, которые забирают растения. Ну вот такое сегодня интересное видео получилось у нас. Еще раз хочу сказать, что плоды у мэйшуай очень вкусные, медовые, сочные.
Ну, в принципе, как старый известный микадо, и он очень урожайный. Если микадо один был крупный внизу, а далее там несколько плодов, то здесь он растет у нас, уже дошел до высоты 2 метров, и я их сейчас уже в горизонт отправляю, горизонтально расправляю, потому что именно потом в горизонте они уже жарко формируют 1-2 томата, и они очень крупные, вот тогда я уже буду делать томатный сок. Ну а первые кисти у нас уходят на консервирование, на то, чтобы отправить их в банки и зимой открывать вот эти вкусные, сладкие ароматные помидорчики Мэй Шуай. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Рассказали мы еще об одном розовом красивом томате, который называется Мэй Шуай. Мы прощаемся с вами до следующего видео на нашем канале. Будьте здоровы, удачи и хорошей погоды вам!